Я не могу просто выполнять какую-то работу, такую рутинную, однообразную. Мне во всем нужно что-то вот такое вот, на креативе. То есть это уже не просто творчество, это уже такое прикладное искусство. Привет, я Лёша Сорокин. Я делаю в этом году проект для Royal Enfield. Мне привезли мотоцикл Super Meteor 650. Из него я планирую сделать фристайл полностью из нержавеющей стали. Мотик надо разобрать, вынуть из него мотор, понять всю геометрию мотоцикла, спроецировать ее на то, что я буду делать. Мы отдали мотоцикл Лёше для того, чтобы он сделал первый кастомный Royal Enfield в России. Прежде всего, мы доверяем не то, что там мотоцикл сделать, мы доверяем вообще репутацию нашего бренда. И поэтому я очень надеюсь, что получится то, что мы задумали. У меня был кастом, с которым я выступал в номинации фристайл. Получил самое неприятное второе место. Настолько близко быть к первому и не попасть туда, и не стать чемпионом, это, конечно, меня сильно тогда задело. Поэтому возможность сделать проект для такой крупной компании, сделать его во фристайле и попытаться занять первое место, это идеальная ситуация, в которой вот все сложилось так, как мне хотелось. Вот в этих колесах я решил реализовать скрытую спецовку. Я где-то ее увидел и для себя сделал пометочку, я хочу ее сделать. Я понял, что вот эта открытая спецовка вот с этим хабом, где видно вот эти торцы спиц, мне это очень не нравится. Я хочу сделать так, чтобы их не видеть. Отец так как-то странно говорит, он так аккуратно типа говорит, а не слишком близко у тебя к бак? Все так и такой, говорю, нет, я так и хотел. Какой-то руль у тебя узкий, слишком. Все ему кажется слишком странным. Я говорю, слушай, ты погрузись как-то в тематику сначала, посмотри вообще, кто что делает. А что, говорит, сзади подвески нету? Я говорю, нету. И спереди такая, да. А что, говорит, спидометра не будет? Не будет. То есть его удивляет, что вот эти все фишки и блага будут отсутствовать на мотоцикле. Зеркало на самом деле не новая идея, я уже делал такое зеркальце. Ни у кого не видел, но вот я уже делал на своем мотике, лет 5 назад я его уже делал. На самом деле у него ничего не видно, но вот так вот, если ты едешь, по крайней мере видно, что есть там машина или нету. Там не видно деталей, кто там едет, на каком автомобиле, как далеко, но если ты видишь, что там что-то есть, значит это уже работает. Мы же все откуда берем идеи? Чаще всего это насмотренность. Насмотренность – это значит, кто-то уже что-то делал. Поэтому ничего нового я и не изобретаю. В моем мозгу огромное количество полочек, и из этих разных полочек я достаю картинки, и одно с другим леплю, и получается вот некий я. Больше всего, конечно, я переживал не по поводу передней части, а по поводу бака и общего силуэта, и как это будет все сочетаться. Потому что в принципе, рама, колеса, вилка и руль у меня уже были начерчены в 3D, у меня была визуализация, я ее видел, пропорции меня устраивали. Я просто до конца не понимал, как это будет все с баком сочетаться, как это будет в полировке смотреться, как это будет с мотором смотреться я до сих пор, для меня загадка, поэтому я даже не знаю, чего ожидать.
Ну, а в остальном как бы все просто отнимает кучу времени и сил. Однообразная работа, это бесконечная шлифовка, затекающие руки и так далее. Стал ставить двигатель в раму и потянул банально спину. Смогу ли я в ближайшее время восстановиться и как это повлияет на сроки? Потому что сроки поджимают, и времени все меньше и меньше. В конце концов, мне придется приехать на мотовыставку с готовым проектом. Естественно, нужно планировать и закупки, и материалы, и вообще сам процесс постройки мотоцикла, чтобы не было никаких простоев, все было достаточно быстро и ровно. Потому что проект на самом деле очень непростой, и по времени я достаточно лимитирован. Неожиданно стало известно, что Сергей Мальцев приедет ко мне в мастерскую и хочет посмотреть мой байк на той стадии, на которой он сейчас есть. И Сергей очень влиятельный человек в этой индустрии, неоднократный чемпион России, член жюри чемпионата России по кастомайзингу, поэтому будет очень интересно, что он скажет. Что-то я как-то искренне поверил, что мне его не надо менять, ты знаешь? Ну, не знаю, я, честно, могу поменять его, вообще не проблема. Да, почему-то проблема будет сейчас в том, что я обратил внимание на это, и сейчас все ходят, постоянно, Хитров, то есть тот же самый Рома, кто еще, Влад, там прикалывается, а вот крепеж, как тебе здесь крепеж? И сейчас все, к сожалению, будут на это смотреть. Ну, или к счастью. Поэтому шансов нет, что это кто-то не заметит, или скажет, что что-то как-то он не доработал. Меня зовут Мальцев Сергей. Я являюсь одним из судей чемпионата России по кастомайзингу, организатором кастом особого назначения на ВДНХ. И, соответственно, езжу, смотрю на мотоциклы, которые строятся у нас в стране, чтобы иметь представление о том, что происходит, как это происходит. Вот эти все моменты, которые ты нам пытаешься предъявить, что у тебя все скрыто, что такой молодец, крепеж хороший. Но только вот здесь мне не очень нравится все это, конечно. Не нравится, что делать? Слушай, у меня знаешь, какая идея была? Я мотор, Royal Enfield сделал свою работу, я сделал свою работу. Не могу я взять, понимаешь, это можно бесконечно его переделывать. Крепеж можно переделать. Не знаю, до последнего мне как-то не хочется почему-то менять. Не знаю, как это объяснить. Это не просто творческий проект, который я могу сделать все, что хочу. Все-таки это проект для определенного клиента. Соответственно, если я его вообще просто весь попилю, и, понятно, что я сделал из него полный кастом, да, это остался только двигатель. Но если даже я и в двигатель залезу, и сделаю его, неузнаваемым его, конечно, сложно сделать, но если он будет уже не Royal Enfield, как-то это немножко странно. Я могу так сказать, что, конечно, мотоциклы хорошие, но есть нюансы. Они, то есть даже я их вижу, да, которые могут помешать Лехе, конечно, занять первое место. Мотоцикл идет в борьбу. Он не идеален. Тут есть несколько причин, которые для меня очевидны. Легкой победы не будет точно. Я уже хочу избавиться от этих постоянных мыслей, которые не дают мне покоя ни днем, ни ночью. Уже выставить этот мотик, получить какое-то место или не получить. Ну и чтобы эта история уже закончилась, потому что я очень устал от этого. Нет тут какой-то такой эйфории уже связанной с этим событием. Уже такая, усталость немножко это все так снивелировала. Скорее хочется, чтобы это все уже прошло наконец-то. Хотя, конечно, если так погружаешься в это состояние, в эти переживания, когда начинают объявлять участников и места, которые они занимают, как-то сразу начинает внутри немножко дрожать.
Если нам вдруг дадут первую метрику, это значит, что нас хотят, скорее всего, Так. Славить. ну не то Типа чтобы... это как приз зрительских симпатий. Ну, типа, У- раз уж вам дали второе во фристайле, то будьте рады вот хотя бы вот первому вот здесь. То есть это будет некий такой маячок. Победишь, не победишь? Скажу честно, не все были за Коперчота. Весь процесс и все наше сообщество вперед. Это очень круто. Я прям спиной слышу, как Сергей Мальцев говорит, а помнишь, в тот раз так же было? Слушай, помимо того, что стал чемпионом у нас в метрике, он едет в музей гаража особого назначения, и он признан кастомом особого назначения. Так что отсюда ты поедешь в музей. За это спасибо большое. Спасибо большое. Не знаю, старик. Тяжеловато, конечно, пока что. Ну, сейчас уляжется. Не знаю, когда я в следующий раз вообще смогу еще раз приступить к чему-то подобному. Пока я думаю вообще, никак я больше ничего не хочу. Ничего вообще. Меньше всего хочется что-то уже пилить и строить. Ну, как бы, надо взять паузу. Возможно, большую. Катались. Посмотрим.